Хей-хей-хей! Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Алекс Титанов. Добро пожаловать в Welcome! Сегодня у нас небольшое велопутешествие, велопрогулка, велотурчик. И первое, что это? Препятствие. Разлилась речка Вонючка наша на всю мою велодорожку. И как прикажете мне ехать? Вот я не хочу сейчас вот прямо окончить свой тур, потому что я не знаю, насколько глубока она. Я смотрю, вон там прямо утки плавают по велодорожке. Придется поворачивать, разворачиваться и отбежать этот кусочек на тон. Придется ехать по дороге, по B100, вот этот кусочек объехать. Сейчас включу задний свет, габариты и поеду по трассе. Что делать? Извиняйте, не люблю этого делать, но иногда приходится, вынуждают обстоятельства. Дальше тоже разлилась речка. Это даже не речка, а просто такой, ну все, в воде стоит ручеек маленький. Überflutung. Стоит знак предупреждающий. Еще она еще и подмерзла. Так, ну что, я вижу небольшой Überflutung, блин, насколько он глубокий. Я не хочу это испытывать, проверять. Он глубокий, походу. Поехал я опять это объезжать. Еще у нас Раул. Все в воде стоит. Все надо объезжать. На то. У меня прямо шикарная погода. Ах, солнышко. Сегодня целых 6 часов солнца, друзья. Январь. Уху, ура, солнце. Выписал я координаты, значит, план на сегодня такой. Выписал координаты геотайника. Недалеко, здесь неподалеку, 17 километров до тайника. Вон, тайник этот в лесу. Сложность легкая. Так что цель прошвырнуться, поболтать, хапануть солнышко, витамина D. В идеале найти тайник. Вот такой вот план на сегодня. Погнали! Капец, наш залив вышел из берегов. Вот тут уже затоплено несколько ступенек. И вообще вон он уже прямо до дорожки поднялся. Будь здоров. Ага. Шен-шен. Вон он докуда. Уже вышел из берегов конкретно. Он намного ниже должен быть. Сейчас такое время, что вот по всей Германии все, что связано с водой, все выходит из берегов. Все реки, моря, озера, океаны. К нам приплыли. Таких огромных у нас еще не было. Фига себе. Учитывая то, что наш залив тут мелкий, такие здоровые посудины к нам не заплывают. Я еще не видел. Офигеть. Вон какой красавчик. Надо пофоткать велосипед на его фоне. Поснимаю его немножко. Двухмачтовый вот такой вот парусник. Наверное, хорошо старый. Вот с такими огромными веслами. Шучу. Это неизвестная конструкция. Что-то. Подводные крылья его. Красавчик. Элегант называется. Интересно, какого года он постройки. Ну, уже лет 100 точно. Хороших лет 100 ему. Офигеть, он, короче, 1889 года постройки.
Ему уже 110, 135, 136 лет. Вот такие, друзья, в нашем тихой заводе водятся парусники. Я сегодня один, потому что зимой с Иришкой у нас возникает конфликт интересов. Она не хочет зимой вообще никуда выходить. А если выходить, то только в рестораны и отели, как выяснилось. А на эти выходные, к сожалению, ни отелей, ни ресторанов не запланировано, как и, собственно говоря, на следующие выходные и на следующие последующие. А дома сидеть я не намерен, тем более в хорошую погоду. Посему приходится одному. Хей-хей-хей, приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас распаковка свежевыпеченного компакт-диска, который только что пришел по почте. Распаковочка. Цак. Цаки-цаки. Итак, что это у нас? А это компакт-диск, вот так он завернутый в газетку. Blind Guardian. Шикарно. Blind Guardian, друзья. Состояние просто шикарнючее. Коробка как новая. Сейчас посмотрим крепление. О, даже не знал, что здесь какой-то палаточный городок. Нет, это не бревна, просто накрыли. Для моего крепления, для фары и для телефона это просто экстремальная как это, господи, забываю слова эти. Испытание. Трясется как сумасшедший. Я уже жду, когда отвалится это крепление основательно, чтобы высверлить эти гильзы и вкрутить новые. Я получил, заказал, купил, не помню уже где, в eBay, по-моему. Так, до цели осталось еще 19 минут по лесам, полям и проплешинам. Вынашиваю план покупки кемпера и рассказала, что это вообще не ее, и она в этом не участвует. Говорит, может, я себе как представлял, что мы будем ездить на выходные с ночевкой, типа после работы в пятницу поехали с ночевкой, там покатались на велосипеде, переночевали. Она мне сразу это все отрезала, сказала, нет, ночевать я там не буду, ну, может, раз в год съездить. Такой думаю, блин, выкину сейчас 50 тысяч, чтобы раз в год съездить, да? Прикольная идея. В общем, ее вычеркиваем из путешественников. Остаюсь я один с ночевкой ездить. Ну, к сожалению, рестораны и отели, повторюсь, не каждый день, не каждые выходные и даже не каждый месяц. А жить хочется уже сейчас, здесь и сейчас. К чему я это уже забыл, господи. А, да, в целом об идее с кемперами. То есть у меня были там какие-то грандиозные, я там хотел за 70 тысяч, за 75 там Мерседес, я смотрел Volkswagen, этот California Grand или как его, какой-то там с туалетом, с душем. А потом подумал, какого черта, на что я буду ездить на работу. Я остановился сейчас Volkswagen T5, T6, T7, ну, T7. Так думаю, T7 они вообще только свежие, их там чем дешевле, чем просто хана моему креплению, стопудово. Их там дешевле, чем за 55 тысяч сейчас нету. В общем, я так прикину, пока пособираю деньги лет 5, вряд ли у меня хватит терпения на 5 лет, года 3. И эти уже T7, T7 уже будут на вторичном рынке продаваться. И я их куплю подешевле. T7, ну максимум, минимум, максимум T6. А больше как-то
всякое старье покупать вообще не хочется. А к чему я? Что я хотел вообще вынашиваю план, блин, пошла дорога по бездорожью. Вынашиваю план создать YouTube канал на немецком языке. Меня немцы просто, ну, не то чтобы уламывают на работе, но вот такие, если бы на немецком, мы бы смотрели. Хотя знаешь, что это чистый пиздеж. Никто канал твой не будет смотреть, потому что немцы, ну, всем, кому ты даешь ссылку, они такие, ну, если человек вообще велосипедами не увлекается и активным образом жизни, то ему это вот до сраки. Они заходят, такие, сейчас я лайкну твое видео, посмотрю твое видео, чтобы ты заработал денег. То есть людям принципиально не заходят, не лайкают, не смотрят, чтобы не я, не дай бог, там с них чего-то там не заработал. Ну и соответственно, когда ты даешь ссылку на канал людям, которым это не интересно, они смотрят там секунд 10 твоего видео, закрывают и забрасывают. И им нахер это не надо, я понимаю прекрасно. А YouTube-то потом воспринимает это, что типа твои видео никому не интересны, их начинают смотреть и забрасывать. В общем, нельзя давать ссылки, нельзя рассказывать про канал людям, которым это не надо знать. Потому что они только портят всю статистику и выдачу потом, всю статистику в алгоритмах YouTube. Надо давать кому-то, кто, ну, может быть, хотя бы там половину видео посмотрит когда-то. Все остальным это прямо ни в коем случае не задавать. Ну и вот эти вот, ну я не буду смотреть, но если бы это на немецком было, да, а так ни хрена не понятно, что ты там болтаешь. Я такой думаю, господи, хорошо, что я на русском веду. Терпеть не могу, когда какие-то знакомые, родственники, там, кто-либо, кто тебя хорошо знает, смотрят и потом еще тебе что-то высказывают. А тут мне не нравится вот это. Блин, для меня это как красная тряпка. И я такой думаю, хорошо, что я не веду канал на немецком. Это раз, а с другой стороны я все-таки вынашиваю план создания параллельного канала на немецком, чисто посвященному геокэшингу, велосипеду, разумеется, и кемперу. То есть это будут чистые путешествия на кемпере, только геокэшинг и велосипед. И вот как-то вести его, может быть, на немецком. Я пробовал пару видео снимать на немецком. Потом дома смотрел, это такой позор. А немцы, ты что? Пофигу, что как ты там что говоришь. Это наоборот, даже твоя фишка будет. Не знаю, мне как-то стыдно за свой позорный немецкий. Ну, может, что-то изменится, пока я соберу деньги на кемпер. Скорее всего, причем все кардинально изменится, когда я созрею кемпер купить. И тогда, может быть, буду вести на немецком второй канал. Посмотрим. Лицензионный диск. Супер проспект. Вот такой вот. Так. Состояние компакт-диска отличное. Просто шикарное. Теперь пару слов об этом компакт-диске. Купил я его за 1 евро плюс евро 60 доставка. Итого 2,60 он мне обошелся. Купил в eBay. Теперь по поводу Blind Guardian. Так, два слова о группе, всем нам известной. С английского «Слепой страж» переводится, оказывается. Немецкая метал-группа, образована в 1984 году в городе Крефельд. Считается одним из пионеров пауэр-металла, однако... И да, канал на немецком, разумеется, не для всех этих ребят, которые говорят, если бы это было на немецком, я бы смотрел. Они не будут смотреть, это однозначно. Да и в целом ни под кого нельзя подстраиваться, ни под кого нельзя ничего делать. Все надо чисто делать, как тебе нравится. С удовольствием бы делал на немецком, потому что я здесь живу, потому что это уже моя родина, считай. Или я не знаю, как это назвать. Родиной уже это не получится. Но это уже моя сторона, и я бы с удовольствием вел бы на немецком, потому что на русском я веду только потому, что он у меня лучше, чем немецкий. Русская аудитория как бы
вообще не интересно, к сожалению. Там вот такие фишки типа велосипед, геокэшинг нахер никому не нужны. А вот немецкая публика живо этим интересуется. И я бы с удовольствием вел бы лучше на немецком. Но это все чисто из-за лени, потому что, разумеется, на русском проще болтать. Не надо напрягаться, не надо позориться. Вернее, ты и так позоришься, когда всякую чушь болтаешь лишнего. А еще и представьте себе, ты это будешь коряво излагать. Какой-то двойной позор для моих седин уже. Вот как-то нагрузочка уже слишком. В общем, все из-за лени. Можно было бы напрячься и вести на немецком. Лет 10 назад напрячься, в смысле, с языком. Ладно, короче, вынашиваю пока идею, собираю денежки, присматриваю кемпер. История эта не быстрая. Ну, в ближайшие года 3, максимум 5 это будет реализовано. Музыка группы часто выходит за рамки этого жанра. Тексты многих песен группы, которые пишет вокалист Ханси Кюрш. Вот он, друзья. Основаны на сюжетах фантастических произведений книг Джона Толкина, Майкла Муркока, Стивена Кинга, а также на легендах и мифах разных народов. Альбом 1998 года. Рассказывал я в прошлый раз историю. Я купил камеру и что-то затупил. И она, не помню, слишком узкая. Она для шоссейных велосипедов. Она узкая для меня, для моего велосипеда. Я написал продавцу, типа, вот я хочу отправить, поменять на другую, затупил. Она не распечатанная, эта камера, все дела. И продавец ответил: да, пофигу, можете оставить себе, а деньги мы вам за нее вернем. К сожалению, нет возможности вот так вот обменять, тролливали. Просто оставьте ее себе, и деньги мы вернем. И переслали мне за нее 4,50 евро обратно. Просто тупо подарили. Рекламирую байк 24 страница, онлайн-магазин. Красавчики просто. Нет слов. Молодцы. Вот это работа с клиентами. Целиком базируется на Сильмариллионе Толкина. Состав Blind Guardian не менялся с 1987 года по 2005 год. В него входили Ханси Кюрш, до 1998 года бас-гитаристы. Тут они, короче, движуха у них была, покидали, приходили. Так, группа изначально называвшаяся... Так, теперь пару слов об этом альбоме. Я вот уже здесь открыл. Somewhere Beyond, короче, где-то далеко за пределами переводится. 4-й студийный альбом немецкой рок-группы Blind Guardian, вышедший в 1992 году на лейбле Virgin Records. Об альбоме. Первый альбом, выпущенный на лейбле Virgin. Вокал Ханси Кюрша хриплый и надрывный, однако в некоторых песнях чистый. Вот такое вот описание. Российский фэнтези-писатель Ник Перумов взял строки из песни как эпиграф книги «Одиночество мага». Так, тематика. В общем, они брали тематику из книг фантастов и всякой фэнтези. Вот такой вот, друзья, компакт-диск. Погнали дальше. Вот он, красавчик. Блин, как же он смотрится круто, а? Просто вот не могу налюбоваться. Просто красава. Я сейчас второй велосипед свой старый, хардтейл свой старый, бастливаю, довожу до ума. Каждые выходные по чуть-чуть вожусь с ним. Сейчас всю трансмиссию помыл, разобрал, помыл, цепь помыл. Сварил в парафине. Собрал обратно сегодня все. Ну, трансмиссию
и сваренную запарафиненную цепь. Следующее по плану у меня стоит сейчас на переднем колесе поменять покрышку. Я уже купил новую. Камеру можно заодно поменять, потому что она спустила. Потом задние тормоза купить, вот эту штуку для прокачки, жидкость тормозную прокачать, чтобы они были нормальные, кого-то там поменены. И под конец хочу как-то, не знаю, сделать техосмотр передним амортизатором. Собственно говоря, у меня только там передние, потому что я их за 5 лет ни разу ничего с ними не делал, никакого техосмотра. Что-то надо как-то погуглить, попытать чат GPT, как, чего с ним сделать. В общем, привожу в порядок свой МТБ, чтобы он был запасным и чтобы он всегда был на ходу. Все, друзья, я приехал по координатам. Здесь тайник уже. Сейчас поищем тайничок. И, собственно говоря, поедем домой. Прекрасная погода. В лесу вообще ни ветерка. Класс. Просто класс. Свои очули. И погнали. Собственно говоря, еще 20 метров. Нам вообще-то в ту сторону. Погнали. Мне кажется, я знаю, где он, потому что здесь написано шильд, как подсказка, а шильд здесь вот один. Ну, то есть знак. Да? И, скорее всего, он здесь, тайник. Я сейчас так... вот он, друзья. Та-да, та-та-да. Давайте ради приличия почитаем задание и пойдем возьмем еще ручку. Так, нажмем для начала паузу в наушниках. Это невозможно, я сам себя не слышу. Так, сразу читаю по-русски перевод. Торфбрюке. Торфбрюке — это торфяной мост. Это район Росток, расположен на севере Ростоковской пустоши. Этот район является самым дальним от центра Ростока и был основан в 1924 году. Это место граничит с общиной Граль-Мюрец. На севере окружено лесом Ростокской пустоши. На западе, юге и востоке наш маршрут проходит через этот лес. До тайников можно добраться только на велосипеде или пешком. Святая правда, вы находитесь на лесных тропинках и вам не нужно далеко ходить. Пожалуйста, спрячьтесь снова так, как вы это нашли. Ростоковская пустошь представляет собой смешанный лес. Здесь вы можете полюбоваться впечатляющим старым дубом. Да, кстати, вон он. Действительно очень красиво. Надо сделать пару фоток. Выглядит супер. Скамеечка здесь такая. Дерево такое ветвистое, огромное. Беру ручку, заполняю логбук. Блин, я забыл, какой это по счету найденный тайник. Сейчас все реже и реже их ищу. Ну, по крайней мере, зимой. По-моему, было 162, если я ничего не путаю. Это 163. В общем, на превью к этому видео будет стоять номер этого тайника. Так. Так, берем и заполняем. Цак. Ого. Цак. Та-да, та-та-да. Надо еще это как-то... Ой, сейчас я еще упаду. Как-то это все дело снять сдалека. Так, сегодня, по-моему, если я ничего не путаю, 12. Он же сегодня кто-то нашел. 12.1. Прикольно, может сегодня 13. Ладно. Алекс. На, камон. Алекс. Чем люди пишут, что у них так красиво написано, а я все время приезжаю и царапаю какую-то надо ручку другую.
какую-то гелевую. Все время все какое-то замерзшее. Ничего не пишет. Это еще ручка от Дека со шверина мне сайт фирма подарила, когда я в фирме от Дека с Ляйбуди работал. Офигеть, это было 10 лет назад, я в шоке. Неудивительно, почему эта ручка не пишет. Да, камон! Она вообще не пишет, я просто корябаю. Она отказывается Ирина писать. Бля, я вам сейчас покажу, что я здесь нацарапал. Ирина. Во-первых, это охереть как неудобно. 12. В руках писать зимой, не пишущей ручкой. 25. Все, надо ручку купить специальную для геокешинга. Вот это же чистая катастрофа. Что вот это такое? Вот, я не знаю, это еще экшн камера, она фиг фокусируется вблизи. В общем, это какой-то стыд и срам. Найн. Ирина. Но ладно. В принципе, при желании можно разобрать, но это никуда не годится. Мне нужна новая ручка, которая не будет замерзать и которая будет нормально писать. Просил бы у вас, напишите типа в комментариях, какую ручку мне надо для этого. Но, к сожалению, никто комментарии к моим видео не пишет. Поэтому придется полагаться на свои силы. Ман, а как это все обратно засунуть, эту книжку? Странно. Обычно же это все. Ты серьезно? Да, она не влазит сюда. Закрутить может тебя? Не, ребята, это не серьезно так. Поменяйте книжку. Че? Алло. Конечно, молодцы, что спрятали, организовали, но это не подходящая баночка. Ребят, кроме шуток, блин, мне прямо стыдно, что я такое делаю, и я не могу туда засунуть. С другой стороны, что-то ябора, с другой стороны, более-менее, но тоже какая-то гармошка. Ладно. Крайне несерьезно. Так, надо вот эти очули снять позорные. Стариковские вот эти, которые выдают во мне старика. Так, кладем на место. А если я очки снял, то уже никто не знает, что я старик. Блин, если бы не вот эти вот цифры, эти 50 лет, я бы ничего не вспоминал бы про этого старика. Тут что-то заладил, действительно, старик, старый старик. Потому что, типа, 50 цифра этим летом, и меня это пугает, и я такой, типа что? Типа, подготавливаюсь, какой-то бред, блин. Чтобы я, типа, что-то изменилось в моем самочувствии, или что, вот, типа, со вчера на сегодня. Нет. Ничего абсолютно не изменилось. Как фигачил, так и фигачу, как тренировался, так и тренируюсь, как катался, так и катаюсь. Абсолютно ничего, но я такой, ну, я старик, и я, кажется, с этими своими прочитаниями сам запущу процесс старения раньше, чем надо.
Ладно, давайте сделаем пару фоток этого прекрасного дуба. Вместе с велосипедиком и поедем обратно.